Друзья, всем привет! С вами я, Свободный художник, и это продолжение истории о моем пути к мечте. Я решил, что пора доработать свои изделия, подготовить их к серийному производству, повысить продажи на Авито и даже выйти за его пределы. И в этом выпуске я приступлю к реализации этого плана. Установлю себе нереальные сроки и несколько раз буду близок к тому, чтобы сдаться. А еще я несколько раз буду просить о помощи, в том числе и вас. И в благодарность за вашу помощь разыграю на этот раз не одно, а два своих изделия. Чтобы узнать, что это будет и как поучаствовать в розыгрыше, смотрите этот выпуск до конца. Так что усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра. Начать я решил с теоретической подготовки и просчитал некоторые параметры изделий на компьютере. Но как вы дальше поймете, этому вопросу я уделил слишком мало внимания и не раз потом об этом пожалел. А затем я отправился, конечно же, в Леруа, куда еще. И в позапрошлом выпуске было очень много комментариев, что нельзя покупать деревяшки в Леруа, потому что качество у них здесь не очень. И я с этим, конечно же, соглашусь. Но сегодня я сюда приехал за крепежом. И почему еще Леруа? Почему мой выбор пал на это? Леруа здесь в данном случае не принципиален, да, здесь важен сам факт того, что на этапе разработки изделий нет смысла заморачиваться на поиск поставщиков, да, тратить на это время, ездить до них. Проще доехать просто до ближайшего удобного магазина, купить там то, что нужно, и собрать первый прототип. Самое главное — это собрать первый прототип, попробовать его продать, попробовать посмотреть, точнее, на недостатки его конструкции, попробовать его продать. На основе этого сделать выводы, и вот дальше уже, когда изделие получит свой окончательный вид, можно уже говорить о том, чтобы искать поставщиков на какие-то комплектующие. Но на начальном этапе я в этом большого смысла не вижу. Так что ищем крепеж. И если с крепежом вопрос в плане поиска поставщиков, он как-то, мне кажется, достаточно легко решаем, то вот вопрос в плане поиска поставщиков хорошей деревяшки — это, конечно, задача посложнее. И сейчас я отправлюсь непосредственно в магазин к производителю, где, собственно говоря, я уже покупал материал. Туда я отправляюсь, потому что элементарно там дешевле, и в данном случае сегодня у меня достаточно большая закупка. Это имеет смысл потратить на это время, чтобы сэкономить денег на закупку материала. А на перспективу это вот такая задачка, которую еще предстоит решить, чтобы найти место, где можно выгодно покупать хороший материал, хорошие заготовки. В общем, помчали. Брусок 40 на 40 трехметровый 5 штук. Да, Их медленно 18, 200, 1600, экстра 4 штуки. да, Круглый погонаж 28, 10 штук. да, Брусок 11 на 40 2 штуки. да, Брусок 40 на 40 224 штуки. да, И щит медленный 28, 300, 1600, экстра 2 штуки. все верно. 11 770. А вы случайно не блогер? Да, все верно, снимаю это все на YouTube. Нет, заметки, я могу прям. Да, вот Все, жители подписаны. Там очень много, что я делаю именно из того, что покупаю либо прямо у вас здесь материал, либо в Леруа, тот же самый материал. у нас самое лучшее качество, чем в этом. Материал, который я закупаю для своих изделий, он изначально, конечно, ни разу не дешев, да, будем говорить открыто, но зато он имеет ряд преимуществ. У меня на обработку этого материала уходит гораздо меньше времени, и мне не нужны, это возвращаясь как раз-таки к вопросу о покупке оборудования, мне не нужны инвестиции в производство. Я покупаю уже заготовки, которые получили первоначальную обработку. Мне остается лишь только там напилить это в размер, да, проделать необходимое отверстие и отшлифовать. То есть и в разрезе того, что у меня нет необходимости столько денег тратить на оборудование мастерской, получается, что эти заготовки, они не так-то уж и очень дороги. И плюс тут еще вопрос времени. А вопрос времени здесь заключается вот в чем. Предположим, я свои изделия изготавливаю из пиломатериала, например, из сухой доски 50-ки. Я из этого выпиливаю бруски, обрабатываю это все на фуганке, обрабатываю это все на рейсмусе, делаю из этого круглый погонаж. Да, кстати, я знаю, как сделать из бруска, допустим, круглый погонаж, потому что в детстве, даже не знаю, как в детстве, не в детстве, в старших классах школы, когда я был, я помогал отчиму в мастерской с изготовлением погонажных изделий. И в том числе мы делали круглый погонаж.
поэтому как он изготавливается, я прекрасно себе представляю. Вот и представляете, да, сколько операций технологических мне необходимо было бы выполнить. И переносим это все, накладываем это все на то, что я делаю сейчас это все один. И получается, что на изготовление такого же изделия я бы затрачивал, ну не знаю, как минимум в 2 раза больше времени. И как вы понимаете, в мастерскую я сегодня приехал для того, чтобы изготовить изделия, в конструкцию которых я внес изменения. Это будет вешалка в 2 модификациях. Одна из них будет с полками, другая без. Конструктивно они будут немного отличаться. Это будет стол, в конструкцию которого я внес изменения благодаря вашим комментариям, за что отдельное спасибо. И это будет одно новое изделие. А какое? Вы скоро узнаете. И начну я с того, что напилю заготовки в необходимый мне размер. Как вы видели, я приобрел 3-метровые бруски, и сделал я это потому, что мне это выгодно с финансовой точки зрения. Ведь кто бы что ни говорил, деньги я считать умею. Из этих брусков у меня получатся заготовки для 2 изделий сразу. Это будет одна вешалка, и это будет новое изделие, о котором вы узнаете чуть позже. А покупка 3-метровых брусков мне была выгодна еще тем, что у меня совсем не останется отходов. У меня останутся заготовки на будущее на одно изделие, но отходов не останется совсем. И закрывая тему моего опыта работы в старших классах школы в мастерской, погонажные изделия мы изготавливали как раз-таки из отходов большого производства. То, что на большом производстве не пригодилось, но в дальнейшем это можно было переработать и получить еще выгоду. Соответственно, один из способов снижения себестоимости, один из способов снижения издержек производства – это переработка отходов или рациональное использование материала, особенно если он дорогой. Я пока так и не придумал, как упростить изготовление вот этих фиксирующих элементов, потому что, как вы видели, я каждый этот элемент вручную размечаю и потом отпиливаю. На это уходит, конечно, очень много времени. Если у вас есть идеи, как я могу себе упростить жизнь, напишите, пожалуйста, в комментарии. Ну а после того, как я закончил школу, был, конечно, институт, но там все пошло не по плану, и жизнь меня увела далеко в сторону от работы с деревом. А еще я бы хотел остановиться на вопросах производства, финально, надеюсь, уже, потому что в одном из первых выпусков я говорил о том, что мне нравится разрабатывать изделия, мне нравится создавать их с нуля, с чистого листа, но заниматься самим производством я не хочу. И на этот счет для решения этой задачи я планирую привлекать партнеров. Будут это частные мастера или будет это какая-нибудь компания, вопрос, на который предстоит еще ответить, но уже в ближайшем будущем. И пока вы не начали в комментариях писать, что с таким подходом у меня ничего не получится, и я не смогу заработать, позвольте, я вам изложу свои мысли на этот счет. Я исхожу из того, что те средства, которые я потрачу на запуск производства, я могу взять и направить на маркетинг, и заняться в первую очередь тем, что важно на старте, а именно созданием бренда и продвижением продукта. И при этом еще, опять же, немаловажен фактор времени, о котором мы уже говорили. Я не буду тратить время на весь тот геморрой, с которым связан запуск производства, а буду заниматься самым главным – это продвижением продукта. А вот уже потом, когда налажен сбыт, сформирована линейка, когда понятно, что пользуется с большим спросом, когда понятны примерные объемы, исходя из этих вводных данных, можно думать о запуске производства. Но это лишь мои мысли, да, я не претендую на истину в первой инстанции. И
И я уверен, что найдется много аргументированных доводов, почему я не прав. И мне очень хочется их услышать, потому что я хочу взглянуть на этот вопрос с разных сторон, с разных точек зрения. А я, естественно, отталкиваюсь там от своих каких-то представлений. Поэтому я искренне буду рад, если вы напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. А у меня на сегодня все, а завтра будет очень насыщенный день, потому что за день все, как я люблю. Мне необходимо успеть сделать кучу всего, потому что на среду у меня запланировано одно очень важное дело и очень интересное дело. Так что не переключайтесь, как говорится. Мне кажется, так могу только я. Вчера вечером, еще когда я был в мастерской, я понял, что я неправильно посчитал количество материала, который мне необходим. И поэтому мой день сегодня начинается опять в компании, где я закупаю материал. А все потому, я бы купил это в Леруа Мерлен, конечно, но того, что мне нужно, в Леруа Мерлен просто нет. И мне пришлось опять ехать за город. И мне кажется, сейчас самое время делать ставки. У меня на то, чтобы изготовить изделие, есть, примерно 12 часов. Там плюс-минус, может быть, на пару часов побольше. Это все будет зависеть от того, насколько мне хватит сил сегодня. Поэтому, друзья, делаем ставки. Успею ли я за 12 часов сделать 4 изделия, одно из которых полностью для меня будет новое. А я пошел закупать материал. Один щит 200 на 1600 18 толщины, сорт экстра. 200, 1600. Да. Так, и две рейки 19 на 52 200. Мне кажется, пришло время приоткрыть завесу тайны, куда же я так спешу. А дело в том, что на завтра у меня запланирована профессиональная фотосессия для моих изделий. Я уже попросил о помощи свою хорошую знакомую, талантливого фотографа, и забронировал фотостудию. Поэтому сегодня мне во что бы то ни стало необходимо закончить работу над изделиями. А чуть позже в этом выпуске я обращусь за помощью еще и к вам. А сейчас хватит гонять чаи, пора браться за работу. Мало того, что у меня нет времени, так еще изделие, новое изделие, я его не отрисовывал, а придумал лишь у себя в голове. Сейчас стал делать набросок, чтобы понять, где мне сверлить отверстие, и понимаю, что у меня есть нестыковка. И что с этим делать, я пока, откровенно говоря, не знаю. И это я все не ради создания интриги, а водится за мной такой момент, что я не даю додумать себе идею до конца и лечу ее быстро воплощать. Поэтому я попадаю в такие ситуации. Плюс с каждым выпуском я себе ставлю задачу все сложнее, сложнее, сложнее. А при этом я не успел зафиксироваться на каком-то уровне. То есть уровень я себе постоянно повышаю, хотя у меня нет стабильности на предыдущем уровне. Вот сейчас так и получилось, что у меня родилась идея, и я примерно себе в голове набросал ее решение. Плюс я примерно набросал решение того, как модернизировать уже существующие предметы в линейке. И при этом сейчас в процессе я начинаю сталкиваться с моментами, которые я не продумал наперед. Я к тому, что мне сложно найти баланс между тем, чтобы что-то основательно продумать и начать делать, или как бы и скоростью принятия решения. Не знаю, как правильно это сказать. То есть у меня может все затянуться на моменте именно разработки, продумывания, и потом можно уже перегореть к этой идее. И либо вот как получается сейчас, когда идея есть, идея вроде оформилась, даже что-то там сформировалось уже примерное представление, как это должно быть, и потом в процессе ты натыкаешься на какие-то сложности, и все бы ничего, если бы я себе не поставил жесткие сроки, да, жесткие сроки того, что к завтрашнему дню мне все это нужно сделать. И, не нужно так делать.
В общем, не надо себе ставить такие жесткие сроки, надо давать себе время, особенно на то, когда ты делаешь что-то в первый раз. И сложность еще заключается в том, что я разрабатываю изделия, которые собираются без использования инструмента, и в этом есть целый ряд ограничений. А именно проблема заключается в тех местах, где происходит стыковка нескольких направляющих, так скажем, нескольких вот этих вот элементов, потому что сборка у меня происходит через них, через шпильку, и я не могу в одном месте собрать два этих элемента, потому что у меня шпилька через шпильку пройти не может. И именно поэтому я сталкиваюсь со сложностями в каких-то узлах. Ну и плюс моя самоуверенность в очередной раз, получается, меня подвела. Я нашел решение задачи, или один из возможных вариантов решения этой задачи, и сегодня я поступлю именно так, потому что, ну, других вариантов у меня нет, и нет вариантов не делать. Поэтому просто надо делать вывод на будущее. Если и дальше так пойдет, то точно ничего не получится. Я умудрился дважды накосячить с одной и той же заготовкой. Дважды. Сегодня явно не мой день, и я на грани. Я на грани того, чтобы сдаться и отступить. И, как я уже говорил, в институте все пошло совсем не по плану. К концу первого курса я понял, что мне совершенно неинтересно то направление, на которое я пошел учиться. И в тот момент времени я грезил автомобилями. Ну, не то, что только в тот момент. Я, в принципе, всегда грезил автомобилями. И я всегда стремился попасть в эту сферу, я стремился быть к этому как-то причастным. И мне это удалось, мне посчастливилось найти работу в автомобильном журнале. Звучит, может быть, громко, конечно, автомобильный журнал, но по факту это был просто рекламный автомобильный журнал. Но в тот момент времени меня это совершенно никак не заботило. Важен был сам факт, что я как-то связан с автомобилями. Я, в принципе, понимал, что я хочу свою жизнь связать с автомобилями. И в дальнейшем я пытался попасть на работу в автосалон. Спустя несколько лет только мне это удалось. Раньше, как ни странно, был возрастной ценз. Молодых не брали в автосалоны. Это сейчас берут молодых, голодных. А раньше был возрастной ценз, и младше какого-то возраста ты не мог попасть. Я сейчас вот этот момент уже не очень помню. И вот спустя несколько лет я попал на работу в автосалон, и меня эта сфера затянула. Затянуло очень надолго. Я могу сказать, что из этой сферы я ушел. И даже не ушел. Я делал несколько попыток уйти из этой сферы на разных стадиях, потому что в сфере автобизнеса я прошел путь от простого стажера до руководителя отдела продаж. Затем я занялся сферой охранных систем. И меня эта тема очень сильно поглотила. И в этой сфере у меня был даже свой бизнес. И в какой-то момент времени я решил расстаться с этим бизнесом и сделал первую свою попытку начать зарабатывать на том, что мне нравится делать, на том, что я делаю сейчас. Я снял помещение на Васильевском острове, на Кожевенной линии. Опять же, те, кто из Петербурга, знают, что это за место. Это здание екатерининских времен. Я сделал там такой ремонт, отбил всю старую штукатурку, старую плитку, оголил вот этот красный кирпич екатерининских времен. В общем, и большую часть времени и денег я потратил на то, чтобы обустроить себе мастерскую, а не на то, что что-нибудь делать. И как вы понимаете, с таким подходом дело далеко не пошло. Я получил кое-какой опыт, кое-какие навыки, что-то успел сделать и продать. Но по большому счету на этом в тот раз все и закончилось. Я вчера не смог закончить все изделия, не то что все изделия, я как бы ни одно изделие вчера не довел до конца. Выглядит сейчас это примерно вот все таким образом.
Все находится в стадии заготовок. Съемка у меня сегодня запланирована на 3 часа. На дорогу мне нужно закладывать часа 2. На сборы мне нужен примерно час. И получается, что на то, чтобы все доделать, у меня есть часа 4. Так что без лишних разговоров приступаю к делу. Начинают появляться сомнения в успешности всей вообще задумки, потому что мне необходимо распустить щиты на необходимую ширину. Времени-то, как мы видим, особо уже не остается. И нет у меня права на ошибку сейчас. У меня есть только одна попытка, и надо все с первой попытки делать как надо. А как вы уже поняли, у меня это не всегда получается. В общем, пробуем успеть. На шлифовку вообще нет времени. Я сейчас быстренько пройдусь хотя бы просто кромки у щитов, то, что я распилил, и на этом все. И кромки надо еще у основания вешалки. И у основания моего нового изделия. Я не знаю, вы уже разглядели, что это или нет. Короче, да, хотя бы пройду кромки вручную, и все, надо уже собираться и лететь. Успею я или нет, все еще остается загадкой. Но надо пытаться. Без переезда в таких ситуациях, конечно же, не обойтись. И на самом деле есть еще один интересный момент. Я не все собирал и не все примерял. Точнее, общий конструктив я собрал почти у всего, кроме стола. А в стол я тоже вносил изменения. Там есть дополнительные элементы, плюс изменилась столешница. И я не производил сборку, поэтому впереди ждет неизвестно что. Неизвестность впереди ждет, вот что. Погнали. На этом моменте позвольте еще немного сохранить интригу, потому что, как вы знаете, у меня часто что-то идет не по плану. И мне кажется, пришло время озвучить условия конкурса. Как вы уже, наверное, поняли, я перехожу к этапу внешнего оформления бизнеса. Для этого я планирую сделать качественные фотографии своих изделий, завести новый профессиональный профиль на Авито и много чего еще, о чем вы узнаете в следующих выпусках. И пришло время подумать над названием. Вот именно в этом я и решил обратиться к вам за помощью. Дело в том, что когда-то я уже придумал название для своего бренда «Простые вещи», но оно оказалось занято. Раньше меня его придумали ребята, которые помогают людям с особенностями развития психики и интеллекта найти себя в творчестве. Я пробовал искать вариации на эту тему, но ничего дельного в голову и не пришло, поэтому решил обратиться за помощью к вам. Под этим видео будет закрепленный комментарий, в котором я напишу, от каких вводных, на мой взгляд, стоит отталкиваться. Но вы, как люди с фантазией, можете не следовать этим вводным. Пишите под этим комментарием свои варианты названия для моего бренда. И поскольку мой выбор будет чисто субъективным, я решил, что приза будет 2. Первый приз достанется тому, чей вариант наберет больше всего лайков от зрителей. Второй приз будет от меня за название, которое понравится лично мне. И неважно, выберу я его в дальнейшем или нет. И мне кажется, будет символично, если первым призом станет мой первый предмет из линейки мебели. Это лесенка-вешалка. А вторым призом уже по традиции станет вот такой вот минималистичный светильник. Друзья, предлагайте свои идеи под закрепленным комментарием. Ставьте лайк тем вариантам, которые вам понравились. Расскажите друзьям, пусть голосуют за ваши варианты, сами принимают участие в розыгрыше. Желаю всем огромнейшей удачи, а мы продолжаем. Мне прям видится, знаешь, здесь лесенка такая должна стоять, на ней что-нибудь аккуратно навешенное, Да. а вокруг разбросанная одежда такая, чтобы лифчик вот здесь перед кроватью и помятые просто. Здесь есть на вешалке лифчик в качестве реквизита? Слушай,
очень надо. Так, я хочу понять, что первое собирать. Короче, значит, вешалку с полками я собираю тогда первую. У меня еще тумба есть. Тумба, но она большая, метр 60 на 50. Это, мне кажется, тоже сюда. А сюда куда? Собирай все, что можно собрать, мы сейчас расставим. Надо сначала собрать. Да. Смотри, у нас тут прям сразу весь мой реквизит есть. Это круто, на самом деле, что здесь все есть. И мне кажется, что снять предмет проще, чем человека, а ты снимаешь людей. Вообще нет. Я портретный фотограф, мне нужна личность, поэтому как резом. Это личность, это моя личность. Это моя личность, проявившаяся в дереве, Нет, понимаешь? подожди, она уже отдельная личность, у нее должно быть имя. Блин, я не знаю, я, кстати, не придумал еще. Так же, как... Сьюзан. Мэй. Не. Валентина. Не. Давай вот, как бы, я не знаю, на самом деле, с именами это вопрос... Принцесса Глафира. Спасибо за стёб. Профессионал, заработай. Ай, блин, я забыл включить запись. Но с другой стороны, полка тоже вообще в горизонталь никак. Ну, либо как-то вот так, но там это окно. И получается совсем некрасиво. Поэтому получается только потускает. Мне кажется, этот ракурс вполне себе. Хочу сказать огромное спасибо Оксане. Я не успел вас познакомить, потому что я катастрофически опоздал, и все, конечно же, пошло не по плану. Мы должны были приехать заранее, я должен был все собрать. Мы вместе должны были подготовить студию, выбрать места и ракурсы для съемки. Но Оксане все это пришлось взять на себя, за что я ей безмерно благодарен. Как я и говорил, Оксана талантливый фотограф. Она помогает актерам создавать портфолио. А еще у нее есть свой уникальный проект. Это психологическая фотосессия, так как Оксана по образованию психолог. И она не предметный фотограф, это своя отдельная специфика. Но тем не менее она согласилась мне помочь. Контакты Оксаны я оставлю в описании, и к ней можно обратиться за профессиональной фотосъемкой, в том числе и мероприятий. Какие изменения в конструкцию изделия я внес, что за новое изделие я создал и какие у меня дальнейшие планы, вы узнаете в следующем выпуске. Друзья, а на сегодня это все. До новых встреч, а я пошел дальше, двигаться к своей мечте.